Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусное слоеное печенье на кефире. Печенье с начинкой. И готовить его совсем не сложно. В миску разбиваю яйцо, добавляю щепотку соли, сахар и все перемешиваю венчиком. Вливаю кефир и перемешиваю до полного растворения крупинок с сахаром. В другой миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и щепотку ванилина. Добавляю холодное сливочное масло, нарезанное кубиком, и руками перемешиваю до мелкой крошки. Это делается очень быстро, в течение 3-4 минут, и мне кажется даже легче, чем натирать масло на терке. Теперь добавляем сюда нашу кефирную смесь. Немного перемешиваю ложкой, а затем замешиваю тесто руками. Такое тесто нужно замешивать достаточно быстро, чтобы масло не начало таять и впитываться в муку. Как только тесто соберется в шар, оно готово. Тесто получается мягким и нежным и не липнет к рукам. Кладу его в пакет и убираю в холодильник на 20-30 минут. Тесто охладилось, раскатываю его и делю на 20 равных частей. Из каждого кусочка необходимо скатать шар. Если вы хотите, чтобы печенье было одинаковым и по весу, и по виду, то можно кусочки взвешивать, около 30 грамм каждый. Накрываю пленкой, чтобы не заветривались. Для начинки буду использовать яблочный джем, смешанный с измельченным грецким орехом. Приступаю к формовке печенья. Каждый шарик теста необходимо раскатать в тонкий пласт. В середину выкладываю около 1 чайной ложки начинки, затем приподнимаю и собираю края. В одном направлении немного прокручиваю часть с начинкой. Затем ставлю на стол и расправляю вверх. И слегка защипываю у донышка печенья. Готово. Перекладываю печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. Печенье достаю и присыпаю сахарной пудрой. Такая необычная формовка дает не только интересный и оригинальный внешний вид печенью, но и слоистость готовой выпечки. А различные варианты начинок и нюансы приготовления этого печенья я оставлю в описании под видео. Друзья, желаю вам удачной выпечки и до новых встреч в новых видео!